Привет, дорогие друзья! Я очень рад не только нашей новой встрече, но и возвращению к семейству Су-27. Мы уже обсуждали многоцелевой Су-35С с моделью от Great Wall Hobby. Был у нас выпуск про палубный Су-33 и набор от звезды с дополнениями Temp Models. И вот, наконец-то, завершена очередная долгая и трудная стройка. По числу использованных дополнений это рекорд. Плюс я решил еще повозиться с фототравлением и имитацией клепки. Такой красавец этого точно заслуживает. И прежде чем мы начнем наш долгий, обстоятельный и, надеюсь, интересный рассказ, большое спасибо всем, кто следил за стройкой, помогал советами и материалами в нашей группе ВК. Если еще не подписались, сделайте это прямо сейчас. Итак, встречайте многоцелевой истребитель Су-30СМ. Про базовый Су-27, как я и обещал, обязательно будет отдельный выпуск, а родоначальником ветви Су-30 стала первая двухместная модификация учебно-боевой Су-27УБ, он же Т-10У. Его начали проектировать в конце 70-х, сразу вслед за коренной переделкой неудачного одноместного Т-10 в Т-10С. Характерный силуэт с заметно увеличенным гаргротом Спарка получила не только для хорошего обзора из задней кабины, но и для максимального сохранения боевых качеств одноместной машины. При создании двухместных версий конструкторы всегда вынуждены чем-то жертвовать. Например, у двухместного F-15B вторая кабина вытеснила встроенный комплекс РЭП. F-16B имеет уменьшенный внутренний запас топлива. Пример крайности Як-38У, где для размещения второго члена экипажа удлинили фюзеляж, что ухудшило летные характеристики и превратило машину в чисто учебную. Поэтому и У, а не УБ. А, например, МиГ-29УБ в полной мере У, но не совсем Б. Летные данные, как у одноместной машины, но радиолокатора и, соответственно, главного калибра ракет Р-27Р с радиолокационной головкой самонаведения здесь нет. А единственной прицельной системой осталась оптико-локационная станция. ОКБ Сухого попыталась сохранить все и сразу. Не только весь прицельный комплекс, включая РЛС и ОЛС, но и огромный внутренний запас топлива для фирменной дальности и боевого радиуса без подвесных топливных баков. Из габаритов увеличилась только высота, ровно на 425 мм. Это как раз размер вставок в киле, чтобы сохранить путевую устойчивость. Увеличилась и площадь тормозного щитка, а максимальный угол его отклонения, наоборот, уменьшился. Плюс добавились еще две точки подвески вооружения. В итоге масса выросла не сильно, с 16 300 до 17 500 килограммов. Это позволило, например, вообще не менять шасси. Оно здесь тоже с одноколесной носовой стойкой. Да, просела максимальная скорость на большой высоте с 2500 до 2125 км в час. Но скорость у земли, маневренность, дальность, боевой радиус, масса полезной нагрузки и многое другое практически не изменились. Опытный Су-27УБ совершил первый полет под управлением Николая Садовникова в марте 1985 года, на 4 года позже одноместного Т-10С. Кстати, это был единственный летный экземпляр, собранный в Москве на опытном производстве. Все последующие были выпущены уже серийным заводом в Иркутске. В следующем, 1986 году, Спарки начали поступать в строевые части фронтовой авиации ВВС и истребительной авиации ПВО. Так вот, Су-27УБ больше всего оценили именно в ПВО. Наличие второго члена экипажа в сочетании с большой дальностью и, соответственно, продолжительностью полета натолкнуло на мысль о создании специализированного самолета для ПВО, который мог бы эффективно дополнять специфичный, редкий и дорогой МиГ-31 и одноместные Су-27. Летчику в задней кабине отводилась роль уже не инструктора, а командира группы, который должен был отвечать за мониторинг воздушной обстановки, координацию с другими самолетами, включая ДРЛО, перехватчики, истребители, и вести дальний воздушный бой. Соответственно, кардинально поменялась задняя кабина. Вместо учебного оборудования и полного дублирования всех приборов предполагалась аппаратура управления групповыми действиями и, конечно, при полном сохранении возможности пилотирования из второй кабины. Для еще большего увеличения дальности в стандартный состав оборудования включили систему дозаправки в воздухе. Ее испытания как раз проходили на летающей лаборатории, которой стал второй опытный Су-27УБ, самолет Т-10У-2. Это открывало возможности не только для длительного патрулирования, но и для миссий по сопровождению, например, самолетов стратегической авиации, ДРЛО или транспортников. Новый командирский истребитель-перехватчик ПВО получил индекс Т-10ПУ, пункт управления.
и параллельно с названием Су-27ПУ почти сразу же получил новое имя собственное Су-30. Первый прототип тридцатки был переоборудован в 1988 году из пятого опытного Су-27УБ Т-10У-5, а в следующем году точно так же модифицировали Т-10У-6. После 3 лет успешных испытаний установочную партию Су-30 заложили на Иркутском авиазаводе, и пришлось это событие аккуратно роковой для страны 1991 год. Первый серийный Су-30 поднялся в воздух 14 апреля 1992 года, пилотировал машину заводской экипаж ИАПО. Заслуженный летчик-испытатель СССР Геннадий Буланов, который поднимал в воздух и первый серийный Су-27УБ, и Владимир Максименков. Вместе с еще 2 машинами первая серийная тридцатка была передана в качестве опытной в ОКБ Сухого. Затем с огромным трудом с 1994 по 1996 год было построено всего 5 серийных машин для Минобороны, которые поступили в состав Центра боевой подготовки и переучивания летного состава авиации войск ПВО в Савослейке, это в Нижегородской области. Машины получили синие бортовые номера с 50 по 54 и в таком виде успели поучаствовать в авиашоу «Риад-97» в британском Фейерфорде. Плюс к 1999 году был достроен еще один Су-30 для ОКБ Сухого. Вот и вся серия. К сожалению, обычное дело для 90-х годов. 9 машин за 9 лет, из которых только 5 для Минобороны. И все для учебного центра. Да и там они не задержались, потому что полным ходом шло болезненное слияние ВВС и ПВО. В 2002 году 58-й истребительный авиаполк центра, где числились все 5 Су-30, расформировали и технику передали в Липецкий авиацентр. Там борт 51 «Синий» в основном служил донором запчастей, а остальные тридцатки получили демонстрационный окрас пилотажной группы «Соколы России» и новые красные номера с 66 по 69. Кстати, 2 первых серийных Су-30, которые ушли в ОКБ Сухого, после испытаний тоже передали пилотажникам в группу летчики-испытатели под руководством Героя России Анатолия Квочера. С 1992 года борта 596 и 597 выступали на многочисленных показах, участвовали в дальних перелетах и в исследовательской работе. Липецкие тридцатки летали мало, и их довольно быстро выводили из эксплуатации. И тем удивительнее, что, например, борт 68, который не летал с 2006 года, внезапно в 2019 появился на публике после капитального ремонта в Краснодаре. В свежем камуфляже, пусть и без признаков какой-либо модернизации. В общем, простому Су-30 повезло немногим больше, чем Су-27М, он же Т-10М, он же Су-35 без буквы «С». Там тоже были серийные машины, которые тоже пытались пристроить пилотажникам, только совсем уж безрезультатно. Знаменитые русские витязи из подмосковной Кубинки на них ни одного показа так и не провели. В видео про Су-35С я не случайно говорил, что именно Т-10М был той ветвью, из которой потом произросли и Су-35С, и Су-30СМ. Потому что именно Т-10М привнес в семейство Су-27 многофункциональность, которые в итоге пришли разными путями и в разное время, но все же пришли и одноместные, и двухместные машины, и из Иркутска, и из Комсомольска-на-Амуре. И первым по-настоящему серийным многофункциональным истребителем семейства Су-27 стала именно тридцатка. Еще в самом начале 90-х стало понятно, что закупок даже существующих типов истребителей для нашего Минобороны в обозримом будущем не будет. Огромный парк относительно свежих машин достался в наследство от СССР. А денег катастрофически не хватало даже на их эксплуатацию, на керосин. Поставки в страны Варшавского договора тоже, понятное дело, прекратились. Остается открытый международный рынок, но на нем чистый истребитель 4-го поколения был уже не конкурентоспособен. Бал правили многофункциональные F-16 и F-15 с новыми радарами, ракетами АМ-120 «Амрам» с активной головкой самонаведения, системами обмена тактической информацией, огромным арсеналом вооружения и унифицированными прицельными контейнерами. Все это не просто производилось и продавалось, но уже вовсю применялось, причем весьма успешно, например, в знаменитой операции «Буря в пустыне». Плюс на подходе были 3 многофункциональных европейца – Еврофайтер, Рафаль и Гриппен.
Просто поставьте себя на место руководства УКБ Сухого. На дворе 91 год. У вас пропал крупнейший заказчик. Вы лет на 10 отстаете от лидеров по нескольким важным характеристикам продукта, и средств наверстать отставание у вас нет. И хуже того, отлаженная кооперация с поставщиками разрушена. Опыта на свободном рынке вооружений у вас никакого, и сама структура компании совершенно не приспособлена к новым реалиям. А ведь есть еще очень щепетильный вопрос прав на интеллектуальную собственность. Как ее делить между ОКБ и серийными заводами? Вчера это части единого Министерства авиационной промышленности Советского Союза, а сегодня просто независимые друг от друга организации. А завтра что, вообще конкуренты? Одним словом, ситуация дно. Но это как раз тот случай, когда от дна удалось оттолкнуться. И ключом к успеху стал, не удивляйтесь, маркетинг. Потому что настоящий маркетинг — это не навязывание любой ерунды, как почему-то принято считать, а правильный выбор целевой аудитории, понимание ее потребностей, умение правильно позиционировать свой продукт, подчеркивая его сильные стороны и нивелируя слабые. А главное — готовность развиваться дальше, следуя за пожеланиями клиента. Потому что клиент не всегда прав, но он всегда клиент. И главным маркетологом ОКБ Сухого, не дипломированным, конечно, но оттого не менее блестящим и дальновидным, можно смело назвать Михаила Петровича Симонова, легендарного генерального конструктора и отца семейства Су-27. Маленький, но красноречивый такой штрих к его портрету. Только одна модель советского самолета официально экспортировалась в США. Это было творение именно Симонова, спортивный Су-26. После распада СССР надо было начинать торговать чем-то более серьезным. На спортивной авиации истребительное КБ не прокормишь, не говоря уже о серийных заводах. Время поджимало, одни только задержки по зарплатам доходили уже до полугода. Что продавать? Конечно, Су-27. Он хоть и был чистым истребителем, но одним из лучших в мире по части воздушного боя, к тому же освоенным в производстве и эксплуатации. Кому продавать? Для начала, например, Китаю. Интерес к машине был еще с советских времен, деньги тоже. Одна проблема – продавать военную технику за рубеж сам разработчик не имел права. Нужна была лицензия на внешнеэкономическую деятельность, и ее получение занимало годы. А против продажи по линии Минобороны категорически возражали сами военные. Нельзя вооружать потенциального противника самыми современными образцами. Логично, но Симонов парировал, а на какие тогда деньги создавать еще более современные образцы? Ведь остановиться в развитии – это проиграть гарантированно. В конце концов, Симонов пробил разрешение на продажу Су-27 Китаю с огромным трудом и только заручившись личным обещанием поддержать сделку от президента Ельцина. Только после этого можно было выходить к потенциальному покупателю. Причем китайцы тогда уже вовсю работали с американской фирмой Grumman. Это был проект совместного американо-китайского истребителя, который китайцы разрабатывали в совместном КБ на новейшей американской технике и по американским методикам. Симонов побывал там лично и был, мягко говоря, впечатлен. Но все же Китай сделал ставку на Су-27. С 1992 года в Поднебесную были поставлены первые две партии по 24 машины каждая. 18 комсомольских одноместных Су-27 СК плюс 6 иркутских двухместных Су-27 УБК. Технически они минимально отличались от советских. Новые контейнеры РЭП плюс упрощенные РЛС и ракеты. Кстати, поначалу это был бартер. В Китай улетали истребители, а назад шли эшелоны с пуховиками. Но потом все же перешли на деньги. В 1995 году партия таких же машин отправилась во Вьетнам, а с Китаем в 1996 году было подписано лицензионное соглашение на производство в городе Шиньян 200 Су-27 СК под обозначением J-11. Поэтому в Китае Симонова часто называют отцом всей современной китайской боевой авиации. Про нее мы, кстати, обязательно поговорим отдельно, когда будем делать модель китайского истребителя J-10, который тоже некоторое отношение к Су-27 имеет. Итак, поставки Су-27 в Китай позволили фирме Сухого и серийным заводам в Комсомольске-на-Амуре и Иркутске в критический момент удержаться на плаву и продолжать работу уже над многофункциональной машиной для экспорта. К идее ее создания подтолкнул случай в Объединенных Арабских Эмиратах, где на одном из дубайских авиасалонов Симонов
как сказали бы сегодня, собирал фидбэк. Своими впечатлениями после полета на Су-27 с генеральным конструктором поделился полковник Халид Мубарак Аль-Бу-Айнин, отвечавший за оснащение военно-воздушных сил ОАЭ. Он сказал так: «Хороший самолет, но вот сможет ли он потопить эсминец?» Симонов предложил встретиться на следующий день, чтобы проговорить все подробно. Встреча состоялась и вылилась в переговоры, которые продлились полгода. Сделка с арабами в итоге не состоялась, но Симонов и его коллеги досконально изучили пожелания потенциального клиента. Между прочим, одного из самых богатых, то есть разборчивых и требовательных. Это очень важно. Примерно в это же время, в 1993 году, в Ле Бурже неожиданно для многих дебютирует Су-30 МК, модернизированный коммерческий. Под крылом что только не висит. И РВВ-АЕ, наш ответ Амрам, и целый арсенал оружия воздух-поверхность. Х-59М, КАП-500КР, Х-29Т. Конечно, борт 321 «Синий» был лишь демонстратором. В его роли выступил 7-й экземпляр Су-27УБ, который с номером 389 здесь же, в Ле Бурже, пилотировал Виктор Пугачев. Для убедительности под фюзеляжем расположили макеты прицельных контейнеров. Не хватало только штанги дозаправки в воздухе. Ну и стандартный истребительный камуфляж смотрелся слишком обыденно. Зато уже в следующем, 1994 году, под тем же именем Су-30 МК на выставке Фидая в Чили, а потом и в британском Фарнборо представлен куда более эффектный борт с контурным номером 603 черный. Пустынный камуфляж и очень убедительный пилотаж с 7 тоннами бомб и ракет – это хороший маркетинговый ход, акцент на ударные возможности. Даже если сама машина их пока еще не имела. Кстати, раньше на публике этот борт летал налегке и выглядел вот так. Да-да, это тот самый первый серийный Су-30. Тизеры свою задачу выполнили, убедив потенциальных заказчиков, если не в наличии, то в скорой готовности многофункциональной машины. Главный фокус был сделан на Индию, страну с опытом не только эксплуатации советской техники, но и ее лицензионного производства. И амбициями, это тоже важно, создание собственной сильной авиационной промышленности. И здесь ключевой была роль гендиректора ИАПО Алексея Федорова и других ведущих специалистов иркутского предприятия. Особенности индийского рынка и возможности местного авиапрома, а конкретно корпорации ХАЛ, были прекрасно знакомы иркутянам по совместной работе над лицензионным производством в Индии истребителя-бомбардировщика МиГ-27М, максимально многофункциональной машины третьего поколения. Очень жду, кстати, хорошей модели в 72-м масштабе этой машины. Фактически Симонов и Федоров предложили Индии то, что маркетологи называют уникальным конкурентным преимуществом. То есть то, чего не могли дать ни американцы, ни европейцы. Это возможность качественной организации лицензионного производства передовой машины с глубокой локализацией и широкими полномочиями самого заказчика в формировании технического облика. Наряду с российскими системами и агрегатами предполагалось использование индийских и французских и израильских. И Сухой здесь выступал в роли интегратора. Очень похоже, кстати, на современный подход, который практикуется в гражданском авиастроении. Переговоры с Индией начались в 1993 году и поначалу шли очень трудно, ведь машину только предстояло создать, объединив все отечественные наработки с предложениями сторонних поставщиков и требованиями индийской стороны по интеграции своих передовых решений. И понятно, что каждый отстаивал свои интересы. Например, главком ВВС Индии, вице-маршал Кришна Свами, был, мягко говоря, не фанатом советской техники вообще и Су-27 в частности. Мол, он слишком тяжелый и заметный, поэтому любой фантом его завалит. И однажды после очередного эмоционального выпада индийского военачальника, это плохой самолет, нам такой самолет не нужен и так далее, Симонов швырнул об пол ручку: раз вам контракт не нужен, то и нам не нужен. И сел на место и замолчал. Конечно, оба лукавили. Это была просто переговорная позиция, ведь других вариантов, по сути, не было. Индии нужна была современная и максимально своя машина, а для ОКБ Сухого и завода в Иркутске это вообще был в прямом смысле вопрос выживания. Кстати, за тот выпад Кришна Свами через неделю извинился.
и Михаил Петрович извинения принял, выпив с индийцем очень необычную мировую. Говорят, что водку налили в первые попавшиеся под руку сосуды, и это были цветочные вазы. Постепенно стороны находили все больше точек соприкосновения, и облик будущего боевого комплекса был определен. По сути, это такой был международный индийский винегрет из современных бортовых систем, плюс новый российский радиолокатор, и все это было установлено на серийный Су-30 советского образца в части планера и двигателей. Казалось, это устраивало всех. По крайней мере, заказчик был доволен. Производить такую машину в Иркутске можно было хоть завтра, и для ИАПО это сулило полную загрузку на годы вперед без необходимости что-либо менять. И тут Симонов, неожиданно для всех, и в первую очередь как раз для иркутян, произносит, обращаясь к индийской стороне, следующее. Слушайте, а зачем вам это старье? И начинает продвигать двигатели с управляемым вектором тяги, ПГО, новую систему управления и другие нововведения по планеру. И ведь смог убедить индийцев, которые, кстати говоря, в переговорах ребята весьма непростые. Сегодня логика Симонова абсолютно понятна и очевидна. Индия получает самолет, ИАПО загрузку производства, а что достается ОКБ? Только интеграция новых блоков оборудования? Маловато будет. Поэтому он и продвинул в проект все перспективные решения по планеру и двигателям, которые можно было бы использовать и на других экспортных версиях, или по наступлении лучших времен для отечественных ВВС. Ведь индийцы, очень важно, не просто покупали готовые самолеты, но и полностью финансировали НИОКР. Хитро, мудро и очень дальновидно. Кстати, интересно, что главным конкурентом Су-30 был, по сути, Су-30. Только не из Иркутска, а из Комсомольска-на-Амуре. Тут важно понимать существенную разницу между этими предприятиями. Еще с 50-х годов именно Комсомольский завод был неразрывно связан с ОКБ Сухого. Здесь делали Су-7 и все его производные Су-17, Су-20 и Су-22. И этот же завод стал головным по производству Су-27. Строго говоря, он мог бы быть единственным производителем всех его модификаций, если бы не аврал по подготовке запуска в серию. Сначала Т-10, потом Т-10С, а потом Т-10М. В итоге Су-27УБ уехал в Иркутск, а позже Су-34, о котором мы, конечно же, обстоятельно поговорим отдельно, определили в Новосибирск. Для иркутского завода Су-27УБ был первой машиной от ОКБ Сухого. А сам завод в советские времена был, по сути, вспомогательным. Выпускал сравнительно небольшие серии вслед за основными заводами для очень разных типов от разных ОКБ. Так было и с бомбардировщиком Ил-28, и с пассажирским Ан-24, и с истребителем МиГ-23, от которого иркутянам тоже досталась учебно-боевая Спарка. А вот для МиГ-27 Иркутский авиазавод был головным предприятием. И, кстати, конкурентом этого истребителя-бомбардировщика был как раз Су-17 из Комсомольска-на-Амуре. Так что параллельно с историческим соперничеством между ОКБ, Сухого и Микояна была и производственная конкуренция между заводами. Поэтому параллельно с индийским контрактом, который во многом держался на иркутском экспортном опыте и предполагал глубокую и международную модернизацию Су-30, Симонов продвигал и менее радикальные версии тридцатки комсомольской постройки. Их легко отличить по высоким килям от Т-10М с горизонтальной верхней кромкой. От него же заимствовано усиленное шасси и система дозаправки в полете. Информационно-управляющее поле кабины было новым, а бортовой комплекс имел открытую архитектуру. При этом двигатели остались стандартными АЛ-31Ф, а штатный радиолокатор дополнили базовыми возможностями для работы по наземным и надводным целям. Кстати, с точки зрения маркетинга, такая внутренняя конкуренция – это очень полезно, в отличие от каннибализма, когда одна модель пожирает другую. Во всяком случае, Су-30 из Комсомольска-на-Амуре и сами стали рыночно успешными и не помешали успеху Су-30 из Иркутска. Но вернемся к эпохальному индийскому контракту, который после 3 лет напряженных переговоров был торжественно подписан в ноябре 1996 года в Иркутске. Даже сама схема его была беспрецедентной для России. Ответственным исполнителем было ИАПО, а ОКБ Сухого выступала, по сути, подрядчиком. К
финальному облику истребителя, который получил название Су-30 МКИ, решено было прийти поэтапно. И первым этапом должна была стать поставка в 1997 году 8 Су-30К, которые минимально отличались от советского прототипа. На 1998 год наметили поставку еще 8 машин с новым управляющим полем кабины и бортовым оборудованием. В 1999 году 12 машин уже с новым планером, системой управления и новым радиолокатором. И, наконец, в 2000 году еще 12 машин финального облика Су-30 МКИ, включая двигатели с управляемым вектором тяги. Начиная с 2001 года к такому облику планировалось приводить все ранее поставленные истребители, а сборка новых машин должна была вестись уже только в Индии. Сроки первого этапа выдержали точно. В июле 1997 года 8 Су-30К были торжественно приняты в состав 24-й эскадрильи Hunting Hawks ВВС Индии. За несколько дней до этого в Жуковском поднялся в небо первый прототип Су-30 МКИ, переоборудованный серийный Су-30 борт 56 синий с ПГО, новой системой управления, новыми двигателями АЛ-31ФП. В следующий год самолет перекрасили в новый яркий камуфляж, и в таком виде с новым бортовым номером 01 он стал звездой выставки Aero India 98 в Бангалоре. К сумасшедшим векторным фигурам публику еще в 1996 году приучил экспериментальный борт 711 белый, он же Су-37. Но здесь важно было именно на индийской земле продемонстрировать истребитель, который через пару лет должен был стать основой индийских ВВС. И летал Су-30 МКИ еще более эффектно, чем Су-37. Ведь оси поворота сопел двигателей тридцатки расположили не параллельно, а по сторонам буквы V. Это позволяло задействовать контур УВТ для получения боковых сил и моментов относительно вертикальной оси. Именно эту схему суховцы выбрали впоследствии и для Су-35С, и для Су-57. Кстати, две другие инновации Су-37, короткоходная боковая ручка управления а-ля F-16 и тензометрические руды, ни на Су-30СМ, ни на последующих машинах не прижились. Конечно, лучшая демонстрация управляемости на околонулевых скоростях, которую может дать только УВТ, это всевозможные сверхманевренные фигуры, включая плоский штопор. Подчеркивается та самая боковая составляющая тяги, когда самолет сначала быстро в него входит и также быстро из него выходит. В отличие, например, от F-22, который тоже умеет делать плоский штопор, но не так точно и энергично. И можно сколько угодно говорить, что УВТ и вся эта акробатика в реальном воздушном бою не помогают, но бесспорно минимум два преимущества УВТ. Первое — это безопасность, то есть возможность самолета оставаться управляемым всегда и везде и соответствующая уверенность летчика в машине. А второе преимущество — это, да, маркетинг. Летные программы с векторной акробатикой стали не просто наглядным доказательством исключительной, выдающейся маневренности и, кстати говоря, надежности, но и визитной карточкой ОКБ Сухого, да и вообще России, особенно после того, как в 2001 году к Сухим присоединился не менее эффектный в плане пилотажа МиГ-29М УВТ. И даже знаменитая авария борта 01 Су-30 МКИ в Ле-Бурже 12 июня 1999 года никак не сказалась на общем отношении к суховской новинке. Как минимум уважительным, ну а как максимум восторженным. Во-первых, было очевидно, что отказа техники тут не было. То есть тень на индийский контракт брошена не была. Во-вторых, благодаря тому, что Вячеслав Аверьянов и Владимир Шендрик успешно катапультировались, эта авария стала очередной рекламой катапультных кресел К-36ДМ. Ну и, к счастью, единичка не была единственным прототипом. Уже летал борт 06 синий, также переделанный Су-30 из советского задела. Это был шестой предсерийный самолет Т-10ПУ-6. План серийных поставок в Индию все же был пересмотрен, но не из-за аварии, а за год до нее. Изначально на 1998 год была намечена передача индийским ВВС 8 машин промежуточного этапа, где новым был только комплекс Брео. И планеры в привычной конфигурации были уже построены на ИАПО. Но окончательный облик как раз того самого интернационального комплекса Брео к тому моменту еще утвердить не успели. Поэтому в 1998 году подписали новый контракт. Индия заказала дополнительные 10 Су-30К первого этапа, то есть с российским набором оборудования, которые и были сданы заказчику в 1999 году. А следующие машины, начиная с 2000 года, должны были иметь уже сразу окончательный вариант
облика. Что это за облик? Из самого очевидного это, конечно, переднее горизонтальное оперение и двигатели AL31FP с управляемым вектором тяги. И контур УВТ, и отклонение ПГО интегрированы в новую систему управления, электродистанционную на всех каналах, а не только в продольном, как у Су-27 и базового Су-30. Ну и про усиленное шасси с двухколесной носовой стойкой мы уже упоминали. Что еще? Радиолокатор N011M BARS разработки НИИ приборостроения имени Тихомирова. Корнями он уходит в начало 80-х годов, когда для проекта Су-27М разрабатывалась станция N011 с щелевой антенной, которая была бы способна работать и по воздушным, и по наземным или морским целям. Потом был успех прорывного радара «Заслон» перехватчика МиГ-31, тоже творение НИИ приборостроения. Напомню, что это была первая в мире авиационная РЛС с фазированной антенной решеткой для работы по воздушным целям. Соответственно, логично было бы сделать РЛС с фар калибром поменьше и для работы не только по воздуху, но и по земле и морю. Так и появился проект N011M, который фактически был отложен на полку с закрытием темы Су-27М. Одной из главных фишек радара было сочетание электронного сканирования луча фазированной решеткой с возможностью механического доворота антенны на большие углы. Это давало обзор по азимуту плюс-минус 100 градусов. Для индийского контракта N011M существенно модернизировали, и она получила имя собственное BARS. На тот момент это был весьма современный радар большой мощности, с широкими возможностями и продвинутым программным обеспечением. Например, станция позволяла работать по наземным или морским целям, одновременно ведя обзор воздушного пространства. Вооружение поначалу тоже было только российским, как воздух-воздух, так и воздух-поверхность. Чуть позже добавились совместные российско-индийские противокорабельные ракеты «Брахмос» и новые чисто индийские ракеты «Воздух-воздух» «Астра». Оптико-локационная станция была российской, это обновленная ОЛС-30И от Уральского оптико-механического завода, а нашлемная система целеуказания СУРА украинской разработки и производства Киевского арсенала. По-настоящему новыми и импортными системами в Су-30 МКИ была, например, система кабинной индикации. Ее поставляла французская компания Thales, бывшая Sextant Avionics, и это не только 6 многофункциональных дисплеев размером 5 на 5 дюймов и один побольше 6 на 6 дюймов, но и роскошный индикатор на лобовом стекле. Широкий, безрамочный и с красивым отливом. Практически такой же, как на Dassault Rafale, для которого он и был разработан. Французы же поставляли и основные компоненты для системы инерциальной и спутниковой навигации. А еще в бортовой комплекс Су-30 МКИ интегрировали подвесной контейнер целеуказания Lightning от израильской компании Rafael, такой же, как почти на всех американских и европейских многоцелевых самолетах. Израильской же, судя по всему, была система обмена тактической информацией с самолетами ДРЛО. По крайней мере, именно израильский концерн IAI делал саму систему ДРЛО для Индии на платформе российского Ил-76. Бортовая цифровая вычислительная система работала на индийских процессорах от госкомпании DRDO. И общую увязку всего этого международного бортового комплекса делали в Раменском приборостроительном конструкторском бюро. Первый предсерийный экземпляр Су-30 МКИ уже в финальном облике с новым камуфляжем и номером 05 синий был собран в Иркутске в конце 2000 года. 26 ноября Вячеслав Аверьянов и Роман Кондратьев совершили на нем первый полет. Всего в испытаниях принимали участие один опытный самолет Борт-06 и 4 предсерийных 02, 04, 05 и 07. 28 декабря 2000 года был подписан крупный контракт на лицензионное производство в Индии 140 Су-30 МКИ. И ровно через год, 28 декабря 2001 года, Сергей Богдан, шеф-пилот фирмы Сухого, и Леонид Смелый, старший летчик-испытатель ИАПО, подняли в воздух головную серийную машину иркутской постройки. Первые 10 истребителей были перевезены в Индию Русланами летом 2002 года, и 27 сентября состоялось их торжественное принятие на вооружение 20-й эскадрильи Lightning с ВВС Индии. Еще 24 машины ИАПО передала до 2004 года, попутно сменив название предприятия. В 2003 году на базе ИАПО образовалась корпорация «Иркут». Работы по освоению производства в Индии проходили по классической схеме. Сначала сборка из машинокомплектов, потом передача документации, освоение новой оснастки для постепенного
увеличения локализации. Ну, само собой, под чутким руководством материнского завода. Индийский контракт стал безусловным успехом не просто ОКБ Сухого или корпорации Иркут, и даже не просто отечественной авиации. Это успех всей России в создании современного оружия в кооперации с иностранными заказчиками и поставщиками. И дело не ограничилось только Индией, куда в общей сложности было поставлено 272 машины. В 2003 году был подписан контракт с Малайзией на 18 машин Су-30 МКМ. Технически это почти полная копия Су-30 МКИ, лишь с небольшой разницей по составу оборудования для совместимости с другими боевыми машинами королевских ВВС Малайзии. Кстати, именно Су-30 МКМ впервые среди машин российского производства успешно применил на учениях американскую бомбу GBU-12 Paveway 2 и осуществил дозаправку от танкера KC-135. Для Алжира был создан вариант Су-30 МКА, тоже с минимальными отличиями от МКИ и МКМ, разве что элементы БРЭО израильского производства были заменены. Заказчику было поставлено 70 таких бортов. Можно отметить и рыночный успех Су-30 из Комсомольска-на-Амуре. Чуть меньше сотни Су-30 МКК и его дальнейшего развития МК-2 были проданы Китаю. Еще примерно столько же в сумме поступили на вооружение Индонезии, Уганды, Вьетнама и под именем собственным Су-30 МКВ Венесуэлы. Комсомольская же тридцатка стала первой экспортной версией Су-30, которую наконец-то приняли на вооружение ВВС России. С 2010 года военные получили 20 таких машин под обозначением Су-30М2. Ну а в марте 2012 года Минобороны России делает заказ корпорации Иркут на 30 тридцаток. Так и появился Су-30СМ, серийный, модернизированный. Головную машину подняли в небо 21 сентября того же года Сергей Костин и Павел Маловечко. Через 3 дня взлетел второй серийный борт. Обе машины передали военным в ноябре, а уже в декабре новый заказ, еще на 30 тридцаток. Потом еще, и еще, и еще. Чем же, собственно, Су-30СМ отличается от Су-30 МКИ? Принципиально это одна и та же машина, но разница все же и есть. Например, модернизации подверглась бортовая РЛС, которая на машине для отечественных военных носит название Барс-Р. Очевидно, что доработки коснулись в первую очередь программного обеспечения. Система навигации, связи и группового взаимодействия максимально импортозамещенны. Появился новый отечественный комплекс РЭП с контейнерами Хибины-У. Что осталось из импортного? Точная информация, понятно, не разглашается. Но, например, о планах по замене роскошных французских ИЛС на привычные отечественные было объявлено только в середине 2015 года, после крымских событий. Вероятно, тогда же примерно начали искать замену дисплеем кабины или компонентам навигационной системы. Новенькие Су-30СМ поступали в строевые части ВКС и морской авиации военно-морского флота, где они заменяли и ранние Су-27 и Су-24. Кстати, Су-30СМ стал первым серийным истребителем с управляемым вектором тяги, принятым на вооружение в России. На сегодняшний день выпущено, наверное, уже около 150 таких красавцев. И выпуск продолжается, причем не только для России. Су-30СМ сегодня состоит на вооружении Белоруссии, Казахстана и Армении. Российские Су-30СМ активно применяются в зоне СВО, что называется по самому прямому назначению, то есть именно в роли многофункциональной машины. Работают по воздушным, наземным и надводным целям то попеременно, то одновременно, то есть в одном вылете. Без потерь, к сожалению, тоже, конечно же, не обошлось. Но итоги СВО будем подводить после ее завершения. А вообще, для максимальной эффективности боевых авиационных комплексов нет ничего более важного, чем опыт, причем во всех смыслах. Опыт крупной серии, опыт эксплуатации, опыт модернизации и, конечно, опыт боевого применения. И все это у Су-30СМ есть. Сегодня выпускается уже следующая итерация истребителя Су-30СМ-2. И первый прототип такой машины с красным номером 001 поднялся в воздух в 2021 году. Пока еще технический облик новой модификации не финальный, но очень радует, что генеральной линией модернизации Су-30СМ в СМ-2 выбрана унификация с Су-35С. Так проще и универсальнее в эксплуатации, и так выгоднее. Кстати, выгоднее в том числе и с точки зрения маркетинга на внешних рынках.
Ведь гибкость в формировании парка из одноместных и двухместных многоцелевых истребителей – это традиционное конкурентное преимущество F-15, F-16, Еврофайтеров и так далее. Семейство Су-27 раньше похвастать таким совершенно не могло. Самый простой внешний признак Су-30СМ-2 – это откидная часть фонаря кабины со специальным покрытием дымчатого такого цвета, опять же как у Су-35С. Пока на Су-30СМ-2 устанавливается очередная итерация RLS Bars-R, полностью уже импортозамещенная, с увеличенной дальностью обнаружения и возможностью применять весь спектр ракет, включая гиперзвуковые Р-37М большой дальности. Но уже в ближайшее время в носовом конусе тридцатки пропишется RLS Irbis от Су-35С, значительно более мощный и дальнобойный радар. Интересно, будет ли по этому случаю на радость моделистам убран приемник воздушного давления с носового конуса. Новый радар потребует значительно большей мощности электросистемы, но проблемой это стать не должно, потому что штатные двигатели АЛ-31FP с тягой по 12,5 тонн планируется заменить на АЛ-41F1S с тягой по 14,5 тонн, тоже от Су-35С. Постепенно унифицируют и средства взаимодействия в группе, и бортовой комплекс обороны, и так далее, и так далее. Причем все это поэтапно с доведением до уровня СМ-2 всего парка Су-30СМ. Например, есть сведения, что дальнобойные ракеты Р-37М уже могут применять строевые Су-30СМ. Ну а финальный облик, максимально унифицированный Су-35С, включая двигатели и РЛС, по-моему, вполне заслуживает нового индекса Су-30СМ-3. Индия тем временем продолжает развивать и модернизировать свои Су-30 МКИ. Программа называется «Суперсухой». Например, в этом году был представлен индийский радар с активной фазированной антенной решеткой Вирупакша, который должны оснастить весь парк индийских тридцаток. В арсенал средств поражения включаются новые индийские противорадиолокационные ракеты «Рудрам» и дальнобойные крылатые ракеты «Нирбхай». Кстати, теоретически Индия может предлагать Су-30 МКИ и на экспорт, причем не только из наличия своих ВВС, но и новой индийской постройки. Наверняка с тем или иным участием с российской стороны, но все же. Ходят даже слухи, что одним из покупателей может стать Армения, на вооружении которой есть 4 Су-30СМ российского производства. Как бы то ни было, главный вывод абсолютно очевиден. Су-30 из несостоявшегося узкоспециализированного перехватчика периода распада СССР превратился в бестселлер на мировом рынке многоцелевых истребителей, который сегодня состоит на вооружении 13 государств. Около 700 произведенных Су-30 всех модификаций – это примерно столько же или даже чуть больше, чем F-15И Strike Eagle и всех его дальнейших производных. Да и в целом все суховское семейство Т-10 по тиражу вполне соответствует 1500 выпущенных F-15 всех модификаций. Паритет. Прототипом для своей стройки я выбрал Су-30СМ с бортовым номером 73 синий. В стандартной для морской авиации ВМФ окраске, серый баклажан сверху и трехцветный камуфляж снизу. Это истребитель из 4-й партии Су-30СМ для Минобороны России, и в августе 2017 года он перелетел с завода в Иркутске к месту службы в Калининградской области. Итак, с прототипом определились: Су-30СМ, борт 73 синий, морская авиация ВМФ России, 72-я авиабаза Балтийского флота, аэродром Черняховск, Калининградская область, 2017 год. Поехали! За одну только великолепную графику от Андрея Жирнова уже можно любить эту модель от звезды, но у нее еще и прекрасная геометрия. Кабина у нас будет закрытая, поэтому нам достаточно будет таких простых масок от Армы. А для того, чтобы получить максимальную для 72-го масштаба детализацию, берем огромное количество дополнений от Temp Models. Это и вооружение, включая ракеты Р-37М, и колеса и стойки шасси, и контейнеры РЭП, и набор датчиков и антенн, и сопла двигателей, и катапультные кресла. И часть дополнений еще в пути. Фототравление от микродизайна нам хоть и не полностью, но тоже очень пригодится. И, собственно, приступаем к осмотру содержимого коробки. Инструкция традиционно для звезды очень простая и понятная. И, кстати, здесь же обращаем сразу внимание, что детализация у семейства Су-27 улучшается. Появляются и контейнеры РЭП, появляются различные положения механизации. Очень все приятно. Набор технических надписей тоже довольно внушительный. Для вариантов окраски дана цветная страничка, что тоже очень приятно. Есть вариант и для ВВС Казахстана, но мы будем делать
вариант для России. Упаковано все тоже очень хорошо, хотя и плотно поначалу кажется, что какие-то детали будут деформированы, но все прекрасно. Декалей дано достаточно много, включая вот эти вот радиопрозрачные поверхности. Единственная претензия: сгруппировано все могло бы быть немножко более логично, но по качеству претензий никаких. Раскладываем все литники, вот это вот все штатное вооружение нам не пригодится, все это будет от Temp Models. Обращаем внимание, что есть такое забытое понятие, как облой, благо он в том месте, которое нам никак не помешает. А вот что действительно расстроило, так это фонарь. Мало того, что есть какие-то потертости, что странно, учитывая, что все это было в отдельном пакетике, так еще и сам материал какой-то непонятный, слишком какой-то мягкий, что ли. Благо звезда без проблем фонарь поменяла. Сопла от Temp Models у меня литые, но сейчас уже все переведено на 3D печать, поэтому отделять их еще легче. Детализация вооружения очень приятная, и членение тоже сделано очень удобно. Собирать будет просто, и в принципе сборочных каких-то операций здесь минимум. Но опять же, все это переходит сейчас на 3D печать, и это будет еще проще собирать. Очень радуют рули ракет Р-77, они действительно решетчатые даже в 72 масштабе. Контейнеры хибины даны практически единой деталью, надо только аккуратненько сделать вот здесь скругление, поэтому сначала ножом срезаем все лишнее, а потом при помощи наждачной бумаги зачищаем, никаких проблем. Колеса очень впечатляют детализацией, можно без проблем прочитать надписи на боковинах, действительно приятно такие взять в руки, и отделяются они тоже очень легко. Ну и стойки — это, конечно, просто шедевр. Детализация запредельная, при этом отделяется от поддержек все легко, хотя поначалу страшно, но никаких проблем нет. Ну а с креслами все еще проще, особенно сейчас, когда они тоже переведены все на 3D печать. Порядок работы в этой стройке у меня немножко необычный, потому что я ждал, пока придут ниши шасси и кабина, и пока работал с тем, что есть. Здорово, что краски от Akan 6 серии прекрасно ложатся на вот такие мелкие детали и без грунтовки, ну и плюс они очень быстро сохнут, то есть работать можно достаточно быстро. Это особенно важно, учитывая, что деталей здесь много и цветов надо использовать много, ну и закрепляем все это смывкой. Для посадочных фар я использовал вот такой вот жидкий хром, и потом будем закрывать все это смолой, которая отверждается в ультрафиолете. Надписи на заголовниках кресел я имитировал краской, хотя сейчас уже Temp Models выпускает для них декали, и они идут в комплекте. Это еще удобней. С окраской кресел проблем нет никаких. Сначала основной цвет аэрографом, ну а дальше деталировка кистью. Самое главное, что рельеф здесь уже такой, что даже не самая профессиональная окраска будет выглядеть здорово. Ну и, конечно, тоже наносим смывку. Работы с фонарем здесь будет много, но пока что просто искупаем его составные части в футуре. На мой взгляд, здесь это совершенно необходимо. Устанавливаем на место воздушный тормоз, тот самый увеличенного размера по сравнению с обычным Су-27, и переходим к фототравлению. Из него нам потребуются решетки для защиты входа в воздухозаборники и вот эта вот рама, которую мы будем крепить внутри фонаря. Составных частей здесь много, и все это крепится на цианоакрилате, плюс все это довольно маленькое, поэтому, конечно же, нужна осторожность. Но в принципе, поскольку это металл, в случае чего можно оторвать, зачистить и приклеить заново. Вот такая вот у нас конструкция получается. Поначалу я хотел модернизировать фонарь и внешними элементами из фототравления. Вроде бы на них нанесена имитация клепки, все так выглядит красиво, но на самом деле от этой идеи я отказался, потому что все-таки деталь толстовата и перепад высот будет очень заметен. Поэтому только внутренняя деталировка. К ней же относится вот эта перемычка между кабинами, и дальше надо аккуратно установить, поскольку это пластик, металл, пластик, и аккуратненько герметизировать вот этот шов. Для передней кабины у нас 3 зеркала, и, конечно же, надеемся, что все вот эти следы снятия слитников будут у нас закрыты тоненькой-тоненькой линией краски. Зеркала можно было бы тоже установить на перемычке, но я так делать не стал, потому что это дало бы еще дополнительную толщину, которую откуда-то надо было бы отнимать. Вроде бы получилось неплохо. Ну и теперь занимаемся вооружением, пока ждем кабину и ниши шасси. Все это мы красим металликами. И решетчатые рули лучше всего красить, конечно же, не снимая их с основного блока. Даже на металл акановская краска ложится нормально, хотя, конечно же, повредить ее очень легко, поэтому будьте осторожны. Ну и чтобы сымитировать такую помятую сложенную шторку, делаем добавку из фольги к детали из фототравления. Очень детально и рельефно даны струйные рули ракеты Р-73, их обязательно, конечно же, прокрашиваем.
Дальше занимаемся соплами, внутреннюю поверхность красим в грязно-белый цвет, ну и потом при помощи самодельной маски вот так вот оживляем, ориентируясь, конечно, в первую очередь по фотографиям. И вот, наконец-то, ко мне добрались кабина и ниши шасси. Это были еще предсерийные экземпляры. Ребята из Temp Models со мной поделились, за что им огромное спасибо. Все это уже 3D-печатное, отделяется от поддержек при помощи простейшего инструмента элементарно, поэтому проблем здесь нет никаких, все очень быстро готово к сборке. Опять же, обратите внимание на предельную детализацию. Просто умопомрачительно выглядит, и декалей сами видите сколько. Вот это вот, например, педальный узел и ручка управления самолетом. Просто невероятная точность и невероятное качество, особенно для 72 масштаба. Ниши красим в такой светло-серый цвет, и потом будем заниматься их деталировкой при помощи кисти и приступаем к кабине. Пол у нас вот такой темно-зеленый, это тот самый знаменитый цвет 4BO, знатоки бронетехники поймут, о чем я. И дальше наносим базовый слой основного цвета кабины. Конечно же, это серо-голубой, характерный для всех самолетов семейства Су-27. В нишах самые яркие и характерные детали, ориентируясь по фотографиям, мы красим вот в такие контрастные цвета, ну а дальше рельеф сыграет свое дело. Очень важно надежно закрепить ниши, потому что если что-то пойдет не так после того, как модель собрана уже, пиши пропало. Но закрепить их несложно. Во-первых, они очень хорошо прилегают, поэтому зажимами их надежно фиксируем. И дальше довольно толстым слоем суперклея все это промазываем, зубочисточкой еще немножечко протыкиваем, и у нас получается вот такой слой. Теперь самое главное дать этому всему хорошенько просохнуть. Тем временем на вооружение уже можно наносить декали, естественно, после покрытия глянцевым лаком. Вот такие вот маленькие, даже малюсенькие есть штучки, прям просто издевательского размера, которые очень легко потерять, но у меня вроде бы они все на месте. Ну и переходим к кабине. Обратите внимание на то, сколько здесь декалей. И все это причем лазерная печать, то есть все это тончайшее, и все это очень хорошо усаживается, и это прям сразу заметно. По крайней мере, обычных жидкостей типа MarkFit и MarkFit Strong хватает всегда. И, конечно же, оживляем кабину не только декалями, но и красками. Кисточка вам в руки, и, как говорится, только фантазией и только вашим терпением ограничивается уровень детализации. Бледно-бледно-розовым цветом я вот здесь вот так сымитировал герметик, и вот так вот примерно у меня получилось покрасить педали и ручки управления самолетом. По-моему, получилось вполне неплохо. Дальше при помощи пинцета все это аккуратно устанавливаем, благо встает здесь все безо всяких проблем. После того, как декали у нас высохли и хорошо приварились, задуваем все это тоненьким слоем глянцевого лака для того, чтобы работать со смывкой. Смывку мы наносим также и на вооружение, для того, чтобы она у нас была уже полностью готовым и просто ждало своего часа подвески под крыло нашего Су-30СМ. Ну и кабину тоже проходимся немножко смывкой. С таким рельефом смывка здесь работает просто отлично. Дальше еще слой глянцевого лака, и вот так вот можно перед слоем матового лака закрыть то, что мы хотим оставить более глянцевым. Вот такая получается у нас красота. С ELS мне пришлось немножко попотеть, потому что у меня-то был предсерийный экземпляр, а сейчас проблем нет никаких. Прозрачная деталь идет в комплекте. Ну а тогда мне пришлось делать ее самому, вырезая из кусочка прозрачного пластика. Но в принципе результатом я доволен. И теперь самое главное сделать фирменный розоватый отлив, который есть у всех Су-30СМ с французским ELS. По-моему, получилось вполне пристойно, учитывая, что я просто взял прозрачный лак и добавил туда немного красного прозрачного лака. Прям совсем чуть-чуть. В принципе, выглядит достойно. Дальше очень осторожно вставляем кресло в кабину. Встают они туда прекрасно, но просто нужно это делать очень осторожно. И убираем при помощи скрайбера вот так вот лишние все детали на фюзеляже. Все это у нас будет из набора кабины. После скрайбера, конечно, все это бережно обрабатываем, и получается у нас вот такая вот красота. Кабины безо всяких проблем встают на свои места, и фиксируем мы их точно так же, как фиксировали ниши. Тоже используем достаточно большое количество суперклея. Единственное, здесь будьте очень осторожны для того, чтобы пары от суперклея при высыхании не осели на окрашенных поверхностях внутри кабины. Поэтому обеспечьте хорошую вентиляцию. Выглядит это все, конечно, очень круто для 72 масштаба. Я сейчас, естественно, не про свою работу, а про то, к какому уровню детализации и качества нас приучили ребята из Temp Models. Очень круто.
Остекление встает на место без каких-то особых проблем. Единственное, будьте осторожны, используйте небольшое количество клея. С одной стороны, достаточное, чтобы все везде пролилось. С другой стороны, для того, чтобы у нас клей не начал пожирать прозрачные детали. Ну и дальше закрываем эту всю красоту масками. По геометрии они очень неплохие, да и в принципе клеевой слой мне тоже понравился. И дальше помните, что Futura не дружит с жидкими масками, поэтому используйте только маски из малярного скотча. Наигравшись с кабиной, начинаем собирать планер. Консоли крыла стыкуются в принципе неплохо, но лучше 10 раз примерить, детали где-то чуть-чуть подогнать. Но в общем и целом стыкуемость в принципе на 4. Ровно то же самое касается и носового конуса. Небольшая подгоночка все-таки нужна, но каких-то критичных проблем я здесь не вижу. Ну а теперь запасаемся терпением, потому что мы приступаем к расшивке и имитации клепки. И здесь нам очень поможет ГВХ, точнее инструкция от них, где клепка очень хорошо дана. Конечно, там огрехи тоже есть, но это не принципиально, особенно для 72 масштаба. Ну а в 48 масштабе у Су-30СМ от звезды клепка уже есть, пусть и тоже не без огрехов. Вот сравните слева без клепки, справа с клепкой. Сам процесс довольно долгий и нудный, и главное здесь, на мой взгляд, две вещи. Во-первых, не оставлять какие-то огромные дыры, то есть не передавливать. Во-вторых, обязательно зачищать поверхность после нанесения клепки. И вот такие у нас получаются кили. Согласитесь, выглядит довольно неплохо. Здесь я тоже использовал фототравление, очень уж там хороший рельеф у этой детальки, ну а дополнительная толщина совсем-совсем небольшая и на финальной модели видна не будет. Кстати говоря, про клепку еще пару слов. Не везде нужен одинаковый шаг ревитера. Следите за этим и регулируйте шаг. Ну и вот такая у нас получается красота. Все это есть и все это еле-еле заметно. Так и должно быть, особенно в цвете баклажан у Су-30СМ. Обратите внимание, посмотрите на живые фотографии и попробуйте там найти какую-то очень ярко выраженную клепку. Для того, чтобы закрыть ниши шасси, нам отлично подойдут штатные створки, которые даны для варианта с убранным шасси. Они прекрасно встают на место, и все здесь отлично закрывается. Даже ничего никак дополнительно фиксировать не нужно, и теперь можно спокойно приступать к грунтовке. Грунт я использую шлифуемый от Akan с отвердителем. Мне очень нравится, какой результат это дает. Получается очень ровная, красивая поверхность. Ну и, конечно, сама грунтовка необходима, потому что нужно до окраски понять, где у нас есть огрехи сборки. Белым цветом через трафарет надуваем вот такой вот слой небольшой неравномерности в окраске будущей, который у нас проступит через основной цвет. И уже поверх наносим пришейдинг. Здесь, конечно, нужно стараться вести довольно тонкие линии, но какую-то абсолютно геометрию идеальную и выверенную городить тоже совершенно ни к чему. Вот такая у нас получается поверхность перед окраской. Сразу же можно поставить на место контейнеры рэп, только делайте это аккуратно, обязательно сверяясь по фотографиям, чтобы смотрел у вас контейнер туда, куда нужно, и стоял именно там, где нужно. Дальше при помощи металликов и большого количества масок мы занимаемся двигателями. Вообще двигатели и жаропрочные всякие штуки семейства Су-27 это очень такая сложная и отдельная работа, которая занимает очень много времени, но дает при хорошем исполнении очень красивый результат. Здесь я использовал вот такой вот самый-самый тоненький скотч для того, чтобы такие полосочки изобразить. Сейчас увидите, к чему это приведет. Конечно, это все муторно, конечно, этого всего можно не делать, но, в принципе, удовольствие от увиденного в конце результата, оно перевешивает то дополнительное время, которое вы на это потратите. Опять же, здесь очень важно, чтобы маски правильно прилегали, потому что право на ошибку будет стоить каких-то перекрасов. В случае с акановскими красками это не есть большая проблема, потому что они очень укрывистые и ложатся очень тоненьким слоем, но все-таки, конечно, количество перекрасов хотелось бы минимизировать. Кстати говоря, совершенно не обязательно пытаться сделать эти слои слишком какими-то ровными или слишком однородными. Опять же, старайтесь ориентироваться в первую очередь по фотографиям. Где-то можно чуть добавить, где-то можно чуть убавить. Теперь малярный скотч можно снимать, и мы видим едва-едва заметные вот такие вот полоски. Они нам такие едва заметные и нужны. Опять же, сверяйтесь по фотографиям и не пытайтесь сделать что-то очень-очень контрастным. И теперь нам останется только покрасить лючки. Кто-то это делает при помощи масок и аэрографа, я предпочитаю красить от руки кистью.
Во-первых, потому что уже сил было отнято очень много на килотонны масок до этого. Во-вторых, сама окраска лючков, она тоже, в принципе, неоднородная. Опять же, пытайтесь сверяться по фотографиям. И вот, наконец-то, ко мне пришло последнее дополнение от Temp Models. Это створки ниш шасси. Обратите внимание на толщину. Просто практически просвечивается по краям. Но именно так и должно быть. Толщина полностью соответствует оригиналу. В плане окраски не повторяйте моей ошибки. Если мы красим красным цветом, лучше все это грунтовать, например, в белый или светло-серый цвет. Тогда не надо будет накладывать так много слоев красной краски. Свежепокрашенные двигатели мы сначала защищаем матовым лаком, а потом очень точно кладем маски. Именно здесь у нас будет граница между цветом и жаропрочными панелями. Камуфляж у Су-30SM флотских расположен снизу, и для него мы будем использовать вот такие вот штуки из какого-то неведомого полимера. Очень крутая вещь. Здесь я его сначала просто попробовал, и первый цвет можно такой очень жидко разбавленной краской сначала нанести и без них. Здесь очень важно контролировать толщину слоя, именно для этого мы краску жиденько разбавляем, поэтому не торопитесь, потихоньку продвигайтесь. Ну а дальше при помощи вот этой вот пластичной массы мы буквально вылепливаем пятна камуфляжа прямо на самолете, их можно двигать в любую сторону, штука очень удобная, и она, помимо прочего, очень легко снимается, не оставляя вообще никаких следов на модели. Просто очень удобная штука. Плюс ко всему она еще и многоразовая. То есть можно ее просто потом положить в баночку и потом через некоторое время просто удалить излишки краски, которые сами выдавятся наверх. Очень-очень удобно. Ровно такая же технология для третьего цвета. Сначала выкладываем, потом корректируем и потом жидко разбавленной краской аккуратно по чуть-чуть задуваем. Вообще очень интересные вот эти вот маски. Рекомендую прям, потому что намного это удобнее, чем какие-то стационарные маски, вырезанные из малярного скотча или из чего-то еще. Очень все корректируемо, плюс за счет регулировки толщины можно добиваться или более плавного перехода одного цвета в другой, или наоборот резкого. Ну и не забываем, конечно же, о переходе цвета на створках шасси. Благо у нас уже есть один комплект, установленный в закрытом положении на самолете, поэтому сделать это при помощи вот этой волшебной массы очень легко. Ну и после того, как мы подправили в некоторых местах камуфляж, это нормально, где-то что-то перекрасилось, где-то не докрасилось, поэтому проблем здесь нет. Можно уже снимать маски с двигателей и удалять вот эти вот временные створки ниш шасси. Ну и теперь займемся верхними поверхностями. Кстати, я только сейчас почему-то догадался использовать стапель от Temp Models. Шикарная вещь, реально высвобождает руки и позволяет избежать каких-то ненужных, неловких движений и, соответственно, повреждения модели. Ровно тот же самый принцип используем. Жидко разведенная краска, потихоньку, маленькими слоями приближаемся к нужному результату для того, чтобы у нас пришейдинг был не нарочитый, но все-таки еле-еле был заметен. Это очень важно. Кстати говоря, вот этот цвет баклажан серый, он довольно-таки непростой, и он очень все сильно маскирует. Посмотрите на фотографии живых машин, там практически невозможно разглядеть какой-то рельеф, какие-то линии расшивки, какие-то заклепочки, все очень плоско. Может быть, в этом и есть смысл этого камуфляжа, который я, признаться, раньше недолюбливал, а сейчас прям зауважал. Дальше при помощи черного цвета и масок мы наносим вот такую зону вокруг фонаря кабины. Это тоже очень характерная отличительная особенность всех Су-30SM. По ней машину очень легко отличить, например, от Су-27UB. Аккуратно снимаем маски, чтобы у нас не поддался слой, который находится под слоем черной краски. Но, в принципе, такое с Оканом бывает крайне редко, и надо действительно задаться такой целью. Краска держится очень хорошо. И теперь металликами аккуратно закрашиваем вот эту вот большую зону вокруг пушки, которая есть только у двухместных модификаций. Обратите внимание, что у одноместных она в 2 раза меньше. Конечно же, здесь тоже нам могут потребоваться какие-то корректировки, ничего страшного, несколько слоев и никаких проблем. На нижней поверхности стабилизатора, и только, кстати говоря, на нижней поверхности, мы не забываем вот такое защитное покрытие сымитировать и очень аккуратно тоже удаляем малярный скотч, чтобы не сорвать цвета камуфляжа. В принципе, маски можно снимать уже, и дальше мы будем заниматься уже такими локальными докрасами. Например, мы берем, прокрашиваем зону отклонения носка крыла, который у нас обнажается при его отклонении,
и это, конечно же, цвет такой стальной. Темно-темно-серым цветом и очень тонкой линией мы выводим кромки килей. Они очень-очень тоненькие, но сделать это нужно. С ними модель смотрится намного реалистичнее. И то же самое касается кромок стабилизатора. Ну и дальше при помощи пигментов вот так вот оживляем капоты двигателей. Благо они у нас уже, как вы помните, покрыты матовым лаком. Здесь очень важно тоже не перебарщивать, но делать все в меру. То же самое касается, конечно же, и сопел. Здесь тоже выборочно какие-то лопатки можно сделать больше, какие-то меньше, какие-то вообще не делать. Дальше радиопрозрачным вот таким вот белым цветом красим вот эти вот антенны. И обратите внимание, кстати говоря, по фотографиям у Су-30SM2 эти зоны намного больше. Это тоже характерная такая отличительная особенность SM2 от просто SM. Устанавливаем штангу дозаправки и теперь приступаем к одному из самых капризных цветов в мире и капризных элементов в мире. Это, конечно же, носовой конус. Используем специальный цвет для радиопрозрачных поверхностей от Akan и вот так вот в несколько слоев, постепенно приближаясь к нужному результату, выкрашиваем весь конус. Ну а дальше задуваем модель сверху и снизу глянцевым лаком для того, чтобы нам можно было работать с декалями. Здесь не надо слишком сильно перебарщивать со слоем, то есть не надо делать его пытаться слишком толстым. С другой стороны, он все-таки должен быть довольно равномерным, поэтому все-таки это должен быть так называемый мокрый слой. Сами декали у звезды очень хорошего качества, то есть они излишне не деформируются, но при этом хорошо усаживаются. Поэтому вот эти блоки отстрела ложных тепловых целей мы делаем именно декалями. Ну и дальше очень много различных технических зон, технических надписей. Опять же, старайтесь сверяться по фотографиям. Не всегда это возможно, но тем не менее старайтесь как-то базироваться на чем-то, а не просто следовать инструкции. Здесь в этом плане в инструкции, к сожалению, полно огрехов. И дальше наносим опознавательные знаки. Здесь традиционно для звезды они даны двумя слоями. То есть первый слой это простая звезда, и второй слой это синий контур. С одной стороны, это не очень здорово, потому что это две операции вместо одной. С другой стороны, каждый желающий может сделать ту звезду, которую он захочет, с контуром или без. Здорово, что звезда начинает давать декалями вот такие вот элементы довольно сложной формы, но подойдет это скорее только начинающим моделистам, потому что цвет здесь дан абсолютно белый, а он там не абсолютно белый, а он должен быть такой белый радиопрозрачный, поэтому будем немножко докрашивать. Устанавливаем на место Андреевский флаг, и теперь можно переходить к бортовым номерам. Те, кто следил за стройкой в ВК, знают, что я заказал специально на проекте «Народная декаль» номер 73 и бортовые регистрационные знаки. Но вы видите, насколько он меньше. Я хотя высылал фотографию реального борта, но вот почему-то получилось меньше. Поэтому этот вариант, к сожалению, не годится. И тут я внезапно в загашниках обнаруживаю декаль для русских витязей от Бегемота. Прекрасная декаль, но я слишком поздно заметил, почему она мне здесь не подойдет. Это цвет. Заметил я это, естественно, только после того, как она уже приварилась. Дело в том, что синий цвет у русских витязей, он значительно теплее, а здесь он должен быть такой же, как на Андреевском флаге. Поэтому безжалостно закрашиваю. Ну а решением стал вот такой вот изврат с выпиливанием цифры 7 из цифры 4 и дополнительным небольшим подкрашиванием. В итоге получилось, ну не сказать, что прям хорошо, но я бы сказал терпимо, нормально. И по крайней мере, если бы я вам об этом не рассказал, заметили бы это на финальной модели немногие. Теперь смывка. Обычная темно-серая смывка подойдет прекрасно снизу, но сверху на темно-сером баклажановом цвете ничего подобного. Поэтому я купил вот такую вот смывку черную. Не могу сказать, что она мне очень-очень сильно понравилась, но все-таки небольшой эффект она дала. Излишки смывки, как всегда, удаляем ватной палочкой и white спиритом. Ну и дальше закрываем всю модель уже матовым лаком. Сначала снизу, потом переворачиваем и делаем все то же самое сверху. И еще раз обратите внимание, насколько цвет баклажан реально камуфляжный. Ни клепки, ни расшивки на нем практически не видно. Но именно так и есть у реальных машин. Посмотрите на их фотографии. Вот так вот немного неоднородно и где-то с резкой границей, где-то нет, оживляем жаропрочные панели в районе среза пушки для того, чтобы у нас это смотрелось все не единым таким кирпичом, а немножко анимировано. И дальше уже крепим
проводку в нише шасси для того, чтобы устанавливать стойки. Сами стойки от Temp Models в 72 масштабе адаптированы именно под модель звезды, поэтому встают они хорошо, но только сразу же ставьте их в правильное положение, потому что с суперклеем шутки плохи. А вот таких вот прикладываний плоской поверхности для установки колес в правильное положение уже можно избежать, потому что все стойки у Temp Models сейчас идут уже с колесами, которые можно установить только в правильном положении. Красим, не снимая с блоков, естественно, все датчики и антенны. И вот такие у нас шикарные створки, просто загляденье, во главе, естественно, со спиртовым бачком. Тут же вспоминаю, что забыл вот эти вот места прокрасить металликом. Это, если я не ошибаюсь, места, куда крепится лестница для кабины экипажа. Самое главное, такие вещи делайте после того, как вы покрыли модель матовым лаком. Если у вас только свежеположенные декали, даже приваренные, скорее всего, декаль останется на малярном скотче. Не повторяйте таких ошибок. Небольшой кусочек фольгированного скотча кладем для того, чтобы внутри ОЛС был какой-то блик, а само стекло ОЛС крепим просто на прозрачный глянцевый лак, и само это стекло немножечко у нас тонированное предварительно было дымчатым лаком. Далее идут бортовые аэронавигационные огни, слева красный, справа зеленый, ну и посадочные фары. Опять же, у меня ранняя была версия стоек, еще не было стекол, сейчас они уже есть в комплекте, поэтому я здесь использовал смолу, которая отверждается в ультрафиолете. Тоже получается, в принципе, неплохо. С замиранием сердца снимаем маски. Во-первых, потому что не хочется лишний раз без надобности прикасаться к такому материалу фонаря. Я, кстати, очень рад, что звезда его поменяла в 48-м масштабе. А во-вторых, конечно, я знаю, что вы давно ждете эту модель и очень хотелось поскорее ее завершить. Больше года ее постройка у меня заняла. Да, с перерывом на F14, но тем не менее. К сожалению, друзья, свободного времени больше не становится. Но, к счастью, друзья, с фонарем все в порядке. Всячески рекомендую вам набор датчиков и антенн от Temp Models. Это как раз тот случай, когда штатные детали из набора выдают масштаб 72. Вот с этими деталями абсолютно на общих видах непонятно, какой масштаб. Ну, естественно, наметанный глаз всегда найдет к чему прицепиться, но это точно будут не датчики и антенны. Теперь можно спокойно подвесить вооружение. Я специально оставил половину пилонов пустыми. Во-первых, даже пустые пилоны от Temp Models смотрятся здорово, а во-вторых, так реалистичнее, потому что мне хотелось сделать борт из реальной боевой службы, и на боевую службу, когда на каждом пилоне что-то висит, обычно истребители не летают. Ну и ракета Р-37М здесь по праву свое место занимает. И теперь нам остается сделать три вещи. Первое – это установка стекателей статического электричества. Это никакие не зубные щетки, это тоже часть набора от Temp Models, датчиков и антенн. Второе – это покрасить их кончики в красный цвет. Ну а третье – это поздравить себя с тем, что модель наконец-то готова. Вот такая получилась история и вот такая получилась модель. Живьем посмотреть на Су-30СМ и другие модификации 30-ки можно не только военным. Начнем с памятников. Сразу два предсерийных Су-30 МКИ стоят на постаментах в Иркутске. Борт 05 на территории Иркутского авиазавода, который является сегодня филиалом ПАО «Яковлев», а борт 02 на территории Суворовского училища в свежем стандартном камуфляже и с номером 23 красный нового образца. А рядом с Уфимским моторостроительным производственным объединением в виде памятника установлен многоликий Т-10У-7. Это тот самый первый демонстратор Су-30МК из Ле Бурже под номером 321 синий и он же Су-27УБ 389 синий 2 годами ранее. На постамент в Уфе машину водрузили в 2000 году к 75-летию УМПО, поэтому и бортовой номер теперь 75. Кстати, перегонял борт лично Виктор Пугачев и перед последней посадкой машины открутил фирменный комплекс пилотажа. Ну а коллега этой машины, песочный демонстратор Су-30МК номер 603, он же первый серийный Су-30, он же пилотажник с номером 596 и он же предсерийный борт 07 по программе Су-30 МКИ, сегодня почетный экспонат музея Иркутского авиазавода.
Пилотажные возможности Су-30СМ в небе России и многих других стран блестяще демонстрируют русские «Витязи». Тридцатки пришли на замену уже сильно изношенным Су-27 и Су-27УБ как раз к 25-летию группы в 2016 году. В октябре поступили первые 4 машины, номера с 30 по 33, а в ноябре еще 4, с 34 номера по 37. Дебют «Ромба» на новой технике состоялся в марте 2017 года на авиасалоне Лима в Малайзии. Кстати, вскоре после этого кили 30-ок перекрасили по новой схеме. Ну а в 2019 и в 2020 годах группа получила 8 Су-35С, номера с 50 по 57. И сегодня «Витязи» летают на обоих типах то попеременно, то совместно. А еще хочется отметить великолепный пилотаж Су-30СМ на «Максах». В 2013 году это был Герой России и заслуженный летчик-испытатель Вячеслав Аверьянов и его сын, летчик-испытатель 2 класса Евгений Аверьянов. То был один из первых серийных Су-30СМ для ВВС России с контурным номером 55 черный. На МАКС 2015 Аверьянов-старший уже в паре с заслуженным военным летчиком России полковником Сергеем Устюхиным пилотировали другой борт 38 синий из состава морской авиации Черноморского флота. А липецкие борта 55 и 56, уже не контурные черные, кстати, а обычные красные, в один из дней летали в составе «Ромба» Соколов России. На следующем МАКСе в 2017 году дебютировал шикарный парный сверхманевренный пилотаж на 2 тридцатках авиации Черноморского флота. Борт 45 синий с именем собственным Иркутск пилотировали Сергей Устюхин и легендарный Александр Харчевский, к тому моменту уже бывший начальник Липецкого авиацентра, генерал-майор в отставке, который перешел на работу тогда уже в корпорацию «Иркут». А бортом 43 синий, он же Севастопольский, управляли военный летчик 1 класса Алексей Бурлаков и Аверьянов-младший. Эту же программу с неизменным успехом пара Су-30СМ повторяла на МАКС 2019 и МАКС 2021. Остается дождаться МАКС 2027, очень хочется надеяться. В следующий раз мы будем делать модель машины, которая тоже активно применяется в СВО. И тоже коснемся темы одноместных и двухместных модификаций. И, наконец-то, порадуем любителей вертолетов, ведь это будет К-52 «Аллигатор» и его интереснейшая модель от Quinta Studio. И к семейству Су-27 мы в скором времени тоже вернемся. Да еще как вернемся. Во-первых, это будет собственной персоной Су-34. А во-вторых, собирать мы будем первую полностью оригинальную и супер детализированную модель от Temp Models. Так что подписывайтесь здесь и следите за стройкой в нашей группе ВК. Спасибо вам большое и до новых встреч!